Всем привет, дорогие зрители! Надоело мне мое детское творчество черным маркером на потолке, и решил я заняться ремонтом потолка. Решил обновить себе потолок, сделать гипсокартонный каркас и внутри натянуть подвесной потолок. Поэтому для этого в первую очередь нужно на алюминиевом профиле сделать много надрезов, для того чтобы придать ему полукруглую форму. Этот профиль шириной около 5 сантиметров, поэтому это и будет ширина моего потолка. Креплю профиль саморезами, закручивая их в потолок. У меня деревянный потолок, поэтому у меня с этим проблем не возник. Если у вас бетонный потолок, то нужно просверлить его и вставить пластиковые дюбеля. Саморезы креплю почаще, для того чтобы потолок мог выдержать хороший вес и в том числе натяжение от натяжного потолка. Вот такой получился овал. И теперь буду делать перемычки. Делаю перемычки примерно на расстоянии сантиметров 50-60 друг от друга, а также одна перемычка обязательно должна быть на стыке двух листов гипсокартона. Также для усиления конструкции креплю П-образные крепления, которые засверливаются в потолок и потом засверливаются по бокам перемычки. То, что осталось лишнее, загибаем в сторону потолка. Развел проводку для будущих светильников, только единственное, что пока что не решил, где будут светильники висеть, поэтому в местах будущего крепления светильников я решил сделать вот что. Я прикрепил с обратной стороны гипсокартона кусок ОСБ, и так получится, что благодаря большой площади ОСБ с обратной стороны гипсокартон в любом случае выдержит вес люстры, в любом месте, где я ее прицеплю. Вот так оно выглядит снизу. В любое место этого квадратика можно будет повесить люстру, спрятав провод. Пошпаклевал я стыки листов гипсокартона, а также места крепления саморезов. Наклеил диодную ленту по профилю, которая в будущем будет изнутри подсвечивать мой натяжной потолок. И вывел 4 провода для будущих светильников по 4 углам потолка. Все, теперь остается шпаклевать потолок, доводить его до ума и после этого вызывать мастеров, которые натянут мне пленку натяжного потолка посередине. Шлифую потолок для того, чтобы он был гладким и красивым, и после этого можно будет красить. Шлифовать можно как вручную, так и с помощью шлифмашинки. Ну все, друзья, закончена работа с потолком. Показываю, что получилось. Уже натянута пленка. Правда, про пленку будет у меня отдельное видео на канале, потому что пленку я натягивал самостоятельно, своими руками. Вот. Но осталось еще приклеить кантик, который закроет щель между пленкой и потолком. Ну, основной потолок закончен. Показываем результат. Вот так вот сделал я своими руками. Поэтому, в принципе, ничего сложного в работе с гипсокартоном нету. Все, спасибо большое за просмотр, друзья. Всем пока.